И чем она будет отличаться от программы именно государственного уровня? С Ханоном Зеликовичем Барабановым я очень давно знаком, и я всегда прислушиваюсь к его выводам, к его предложениям. Вот недавно я был в Таллине, тоже с ним встречался, он рассказывал, как они сделали по приглашению министра экономики визит правительства Эстонии. Они, это Барабанер и Михаил Бронштейн, тоже экономист. И они, в общем-то, нарисовали много очень интересных планов, которые можно было бы реализовать и использованием внутренних ресурсов Эстонии, с использованием эстонско-российского транзита и с использованием денег Евросоюза. Но, к сожалению, министр экономики очень оригинально ответил. Он сказал, я за, но вот там вот, он имел в виду правительство Ансипа, видно, там с этим не согласятся. Понимаете, то ли там поставлена задача продолжать испытывать население и выкарабкиваться собственными силами через, как говорится, нищету, бедности, потерю доходов большинства населения, или все-таки там какая-то заложена для Эстонии неприятная очень ситуация любыми путями добиться перехода на евро. Это сегодня встречает уже отпор не только у таких экономистов, как Барабанер, Бронштейн и ряда других, но и уже у большинства людей, сегодня стоящих в Эстонии в оппозиции. И можно сказать, бывая в Европе, я практически ни в одном из государств, присоединившихся к зоне евро позднее ее создания, вот в частности в Греции я был, они до сих пор испытывают очень большие проблемы. У них после введения евро все цены подравнялись. Ну, если там раньше были там какие-то драхмы, там какие-то мелкие, а теперь 1 евро. Все. Разорилось несколько сот тысяч мелких фермерских хозяйств после этого. И вот когда началась шататься мировая экономическая система, там в Греции раздались голоса. А может нам вернуться обратно к своей национальной валюте? Экономисты видны и говорят, что когда национальная валюта в государстве, оно может проще во время кризиса решить вопросы своего экспорта. Потому что и импорт, и экспорт зависят от стоимости собственной валюты. Девальвация кроны, она сегодня в определенной степени могла принести возможность больше продавать товаров Эстонии за границу за счет их снижения цены. Вот. Так а что продавать-то нам? Ну, это уже другой вопрос, но все-таки это опыт мировой политики. Тот же Барабанер сказал, ну вот единственное, может, государство в Евросоюзе сегодня, это Эстония, у которой нет четкой антикризисной программы. Мы дергаем за рычаги за различные, может быть, этот рычаг удачно сработает, а может отбросит обратно нашу экономику, нашу жизнь. И теперь уже относительно, должна быть такая программа или нет в городе. Безусловно, должна быть. Я вот сейчас перед выборами знакомлюсь с программами многих претендентов на власть в городе. Мне нравится, например, программа выхода из кризиса, которая нарисована нарскими социал-демократами. Многое заложено блоком Петровская площадь. И вот в нашей программе там тоже есть отдельные вещи, которые не используются до сих пор нашими властями, да? Но мы говорим, но мы готовы использовать все то, что наработано и предшествующей нам властью, вот, которая сейчас, и то, что предлагают нынешние претенденты, кандидаты на участие в управлении городом. И все это, безусловно, должно быть после выборов 18 октября в полной мере задействовано. И я считаю, что нельзя отвергать ни одно отдельное предложение, даже если оно исходит от твоего оппонента, от твоего противника на выборах. Но на первое место я, например, ставлю такое. У нас люди из-за безработицы, из-за бедности начинают терять жилье.
Это трагедия, когда семья, ну, на первом этапе из трехкомнатной переходит в двухкомнатную, из двухкомнатной в однокомнатную, потом в комнату уже живут, как говорится, друг другу на голове, но потом и это теряется. Вот я думаю, что город в первую очередь должен этих людей найти для них возможность работать, погашать долги за квартиру. Работать, иметь хотя бы минимальную возможность питаться, трудиться. Это на примере многих квартирных товариществ. Вот есть задолжник, но у него нет работы. Ну, по-человечески понятно, ну, откуда он погасит долг. А его устраивают в этом квартирном товариществе дворником, там, садовником, электриком, плотником и так далее. То есть вот таким работником, который все помогает, и его деньги идут на погашение его квартирного долга. Мы одним человеком меньше будем иметь в будущем бездомного. И есть такие варианты, когда мы пишем Евросоюз, у нас разваливаются бастионы. Но почему бы сегодня не использовать возможности города, мобилизовать какие-то средства и не строить сегодня какие-то новые объекты, которые не востребованы завтра, они в перспективе нужны будут, а эти деньги переориентировать на обеспечение горожан вот такой элементарной работы. Пусть это будет минималка, но это будет какая-то возможность. Ну и потом мы совершенно не ищем работу, вот наше бюро по трудоустройству где-то за пределами города. Мне сейчас говорят, что даже безработный, пришедший на биржу, уже не получает предложений, куда устроиться работать. А у нас, например, в Союзе российских граждан имеются постоянно сообщения, объявления из российских регионов, с Ленинградской области, вот, из Калининградской области, где можно найти работу. Я ведь с болью вот это вот все говорю, когда говорю о работе за пределами Эстонии, но хотя бы где-то людям надо пережить этот кризис. Вот у меня сын сейчас, к сожалению, уехал в Финляндию, и там успешно работает. В прошлом году и семью туда забрал. И, конечно, мне, как деду, с двумя внучками приходится теперь ездить, встречаться в Хельсинки. Правда, вот на летние каникулы они приезжали, слава богу, пообщались. И есть такой, значит, метод, это переговоры через интернет по скайпу. Вот это вот, слава богу, есть, я их вижу, я с ними могу непосредственно общаться. Но все-таки я сторонник того, чтобы город Нарва вернул свою былую славу промышленного города Эстонии, занял достойное место в Эстонской Республике и обеспечил людям работу, чтобы, как говорится, больше не было у нас людей, которые хотят трудиться, но не могут. Ну а которые не хотят, это уже их выбор. Свобода сегодня и не трудиться есть. Но не в деньгах счастье, но без них не прожить. Ну что же, спасибо вам, Юрий Александрович, за столь интересный рассказ. Камин наш догорает, время наше подходит к концу. Я надеюсь, что мы еще не раз вас услышим ваше мнение о насущных вопросах, которые интересуют всех нас. Поделимся опытом. И мы желаем вам, прежде всего, конечно, здоровья, терпения и много-много сил в вашей работе, потому что время это уже показало, очень нам всем нужна. Спасибо за вопросы. Они были, в общем-то, для меня довольно-таки новыми, сложными. Я иногда даю интервью телевидению, и обычно мы готовим экспромт, но готовим. Вот сегодняшняя передача у нас вообще была без подготовки. Поэтому я где-то, может, пафосно отвечал, и где-то, может быть, я так призывно, как на митинге. Но поверьте, это от всей души. И уважая вас, как великолепного журналиста, уважая наших операторов, ассистентов, я всем тоже желаю взаимно здоровья, успехов творческих и вперед к нашей общей цели – победе на выборах.